Мелисса увидела в парке маленькую девочку без обуви. Она купила ей еду и новую одежду. Расспросив о ней побольше, она приняла радикальное решение, но через несколько дней появился ее отец и устроил шокирующую сцену. Он забрал их. Почему? Он сказал, что собирается их продать, рассказала маленькая девочка, и Мелисса была шокирована. Мужчина забрал ее туфли, чтобы продать, и оставил ее одну босиком. Зачем он это сделал? Келли, немедленно иди сюда. Мы уходим. Он сказал, что ему нужны деньги на на что-то. Но он никогда не покупает еду или что-то еще. «Я так голодна», — продолжила девочка, и Мелисса, наконец, поняла. Должно быть, отец его девочки занимался чем-то незаконным или проигрывал деньги в азартные игры. Он даже не мог купить немного еды для своей маленькой дочери. «Девочка, пойдем со мной», — сказала Мелисса. «Как тебя зовут?» «Келли». «Хорошо, Келли. Ты любишь бургеры?» «Да», — обрадовалась девушка. «Мы купим что-нибудь после того, как купим тебе обувь», — заявила Мелисса и пошла с девочкой рядом. Но вскоре она увидела, что Келли сопротивляется. У нее болели ноги от ходьбы босиком, поэтому она взяла ее на руки и отправилась в ближайший магазин. Она купила Келли несколько пар обуви и новую куртку. Затем они отправились за продуктами. Бедная девочка ела так, словно не знала, когда сможет поесть в следующий раз. Позже они вернулись на ту же скамейку, где встретились, и посидели немного. «Твой отец вернется сюда?» — спросила Мелисса. «Я не знаю», — ответила Келли, глядя в землю и болтая ногами со своего места на скамейке. Мелисса закрыла глаза и поняла, что должна принять решение. Было уже поздно, и она не могла позволить этой девушке оставаться в одиночестве. «Пойдем со мной еще раз», — наконец произнесла она, и они пошли к ней домой. Келли рассказала ей больше о своем отце, Марке, и Мелиссе снова пришлось принимать серьезное решение. Ей пришлось позвонить в Роспотребнадзор. К счастью, у нее уже был контакт с прекрасным социальным работником Сарой, потому что она была зарегистрирована как приемный родитель. Ее подруга посоветовала ей оставить ребенка на ночь, а на следующий день они придут к ней, чтобы оценить ситуацию. Процесс на следующий день прошел легко, потому что Мелисса получила одобрение, и она была готова приютить девочку настолько, насколько это возможно. Сара поговорила с полицейскими, которые должны были найти отца девочки и выяснить, правильно ли было забирать ребенка. Но через несколько дней они не смогли его найти, и Мелисса получила разрешение оставить Келли у себя на некоторое время. Прошло еще несколько дней, и Келли чувствовала себя прекрасно в своем доме. Она была такой милой, что с ней было приятно общаться. Мелисса не могла представить, кто мог причинить ей боль. Однако их счастье было прервано стуком в дверь. «Келли!» — крикнул мужчина, стоявший прямо за дверью, когда Мелисса открыла ее. Это был Марк, и он попытался войти, но она подняла руку и закрыла дверь, удерживая его. «Подождите минутку, сэр. Ты не можешь просто так врываться в мой дом», — ругалась Мелисса, крепко придерживая дверь, чтобы он не вошел. Она оглянулась и увидела, что Келли дрожит на диване. Она не хотела возвращаться к отцу, а Марк продолжал кричать. «Келли, иди сюда немедленно. Мы уходим». «Нет, это не так», — твердо сказала Мелисса. «Она останется со мной, и тебе придется поговорить с властями, прежде чем что-либо можно будет предпринять. Ты вор. Ты украл мою дочь», — закричал он и, толкнув ее изо всех сил, наконец вошел в дом. «Нет, я этого не делал. Ты бросила ее». Мелисса начала кричать на него, доставая из заднего кармана свой телефон. «Давай, Келли. Пойдем», — Марк пытался уговорить Келли последовать за ним, но она не хотела. Она схватила мягкую подушку, крепко обняла ее и покачала головой. Мелисса прижимала телефон к уху, набирая 911. Повесив трубку, она сказала: «Сюда едут копы».
Ты можешь уладить это с ними, нет? Ты сумасшедшая!» Закричал Марк, но не осмелился ничего сделать. К счастью, полицейские прибыли быстро и начали разговаривать с Марком. Мелисса также позвонила Саре и рассказала ей о ситуации. Она приехала к ней домой, когда полиция еще была там. Они поговорили, пока успокаивали Марка. Они спросили его, как он туда попал, и он сказал, что однажды последовал за ними после того, как они вышли позавтракать, но долго ждал снаружи, прежде чем устроить сцену. В конце концов, отец Келли бросил на нее презрительный взгляд и ушел. Полицейские сказали ему, что им нужно проверить его дом и все остальное, чтобы определить, сможет ли он вернуть девочку. Но он должен был взять себя в руки. Он так и не вернулся, и Келли долгое время оставалась с Мелиссой. В конце концов, она стала официальным опекуном девочки и удочерила ее много лет спустя. Они больше никогда не видели Марка, и он никогда не боролся за свою дочь.